Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе не перестают звучать слова, которые заставили многих задуматься. Манфред Вебер – это влиятельный немецкий политик и представитель крупнейшей фракции в Европарламенте. Заявил, что Европа теряет уверенность и должна наконец понять, что происходит вокруг. По его словам, напряжение растет не только в Берлине, но и в Париже, Варшаве, Брюсселе. И именно сейчас многое решается. Тем временем в самой Германии неожиданная статистика. Резко выросло число тех, кто получил немецкое гражданство, и основная доля приходится на граждан, внимание, Сирии. Закон, вступивший в силу в прошлом году, упростил путь к паспорту, и теперь это уже меняет внутреннюю картину страны. А за океаном Дональд Трамп объявил о запуске проекта под названием «Золотой купол» – новой оборонной системы, которая вызвала настороженность у многих государств. И это еще не все. В Бразилии, как я вам рассказывал, открылся крупнейший климатический саммит, где звучат громкие обещания, но не меньше и противоречий. А в Германии обсуждают, может ли биогаз заменить газовые электростанции и сэкономить десятки миллионов евро. Про все эти главные события дня я расскажу прямо сейчас, буквально за пару минут. Итак, в Европейском Союзе растет обеспокоенность. Главный представитель фракции Европейской народной партии, немецкий политик Манфред Вебер отмечает, что Европа сталкивается с серьезными вызовами и должна яснее понимать происходящее за ее пределами. Цитата: «Мы оказались в сложной ситуации», — сказал он, подчеркнув, что трудности затрагивают общество Германии, Польши, Франции, и других стран-членов. Вебер указал на несколько тревожных признаков: растущую неуверенность граждан, страх потерять работу и отсутствие перспектив. По его словам, это уже отражается и в институтах Европейского Союза, которые все чаще оказываются неспособными действовать единодушно. Он призвал к большей последовательности и согласованности, особенно по ключевым вопросам внешней политики, торговли и стратегического сотрудничества. Одним из примеров несогласованности он назвал позицию Венгрии. Виктор Орбан, по мнению Вебера, назло всем блокирует сделки, что сказывается на общей способности Европы реагировать на внешние вызовы. Эта оценка подчеркивает, Европе важно действовать более активно и скоординированно, чтобы сохранить инициативу и управляемость. Следующая новость, одна из самых важных. В Германии наблюдается беспрецедентное увеличение числа людей, получивших немецкое гражданство, и основную долю составляют граждане Сирии. По данным статистики, почти треть вновь получивших немецкие паспорта в прошлом году – это лица именно сирийского происхождения. Закон о гражданстве, который вступил в силу в 2024 году, значительно облегчает процедуру. Срок обязательного проживания сокращен, я напомню, до 5 лет, а в отдельных случаях даже до 3 при условии успешной интеграции. В результате многие сирийские семьи и отдельные лица, проживающие в Германии с середины еще 2010-х годов, уже получили или в ближайшее время получат немецкое гражданство. Статистические данные свидетельствуют о том, что среди лиц с сирийским прошлым доля обладателей немецкого паспорта растет быстрее, внимание, чем у других групп. При этом эксперты отмечают, несмотря на рост числа выдаваемых паспортов, значительная часть соискателей все еще сталкивается с задержками в обработке и длительными сроками ожидания. Таким образом, Германия фактически становится страной, где новое гражданство получают сотни тысяч переселенцев, и сирийская община выступает, как я сказал, в лидерах этого процесса. Следующая новость связана с обсуждением климатической ситуации в мире. В Бразилии, как я уже говорил, стартовал крупный международный климатический саммит в городе Белен. На открытии присутствовал президент страны Луис Инасио Лулу да Силва, который призвал около 200 государств принять серьезные обязательства по защите климата. Тем не менее, уже на старте у программы возникли противоречия. Несмотря на статус страны-хозяйки, Бразилия одновременно продолжает строительство, внимания, скоростной автодороги через тропический лес и выдачу лицензий на нефтедобычу в устье Амазонки. Экологи считают, что такие проекты могут снизить доверие к бразильскому руководству. Для Белена подготовка стала настоящим испытанием. В городе прошли масштабные улучшения инфраструктуры и внешнего вида. В рамках подготовки этого саммита государственные средства, внимание, в размере порядка 650 миллионов евро были просто вложены в благоустройство и очистку ключевых участков.
При этом участие в этом мероприятии ожидается свыше 50 тысяч делегатов, журналистов и экспертов-активистов. Среди ключевых целей саммита – это создание нового фонда по защите тропических лесов и мобилизация финансовой поддержки для стран, испытывающих последствия изменения климата, таких как засухи и наводнения. Размер потребностей по оценке экспертов превышает 310 миллиардов долларов в год, однако на практике реальных механизмов распределения средств пока недостаточно. Бразилия провозглашает себя лидером климатической борьбы, но одновременно показывает, что участие в глобальных процессах требует не только громких заявлений, но и последовательных шагов. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о старте проекта под названием «Золотой купол» новой оборонной программы, предназначенной для повышения технологической безопасности страны. По официальным данным, на реализацию инициативы заложена сумма около 175 миллиардов долларов и срок приблизительно 3-4 года. Программа предусматривает создание сети спутников, радаров и ракет-перехватчиков, способных реагировать на баллистические и гиперзвуковые ракеты. Однако эксперты выражают серьезные сомнения. Критики отмечают, что технологии еще не готовы, а заявленные сроки 3-4 года и финансовые расчеты выглядят оптимистично. Считается, что расходы могут вырасти до $1 триллиона или даже больше за 2 десятка лет. Проект «Золотой купол» привлек внимание международного сообщества. Китай, Россия заявили, что рассматривают его как элемент, способный повлиять на текущее стратегическое равновесие. Амбициозный план Трампа обозначает новое направление в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, но пока остается больше вопросом, чем конкретным решением. И это только начало. В Германии бурно обсуждается вопрос об энергетической безопасности. Эксперт отрасли биоэнергии Сандра Ростек заявила, что биогазовые установки могут полностью заменить газовые электростанции и при этом быть ощутимо дешевле. Экономия составит около 50 миллиардов евро в сравнении с будущим строительством новых газовых мощностей. По ее словам, в стране уже насчитывается около 10 тысяч биогазовых электростанций, которые способны вырабатывать электроэнергию и тепло именно тогда, когда не хватает солнца и ветра. Эти установки используют сельскохозяйственные отходы, навоз и даже органические бытовые отложения. Главная идея: вместо долгого и дорогостоящего строительства новых газовых электростанций можно масштабировать существующие биогазовые установки. Они работают по схеме «включай, выключай», точно в момент, когда падает производство от ветра и солнца. Такой подход не только экологичен, но и экономически выгоден. Однако Ростек отмечает серьезную проблему. Отрасль биогаза все еще чувствует себя забытым игроком в энергетической политике Германии. Отсутствуют достаточные инвестиции и административные стимулы ускорения развития этих мощностей. Таким образом, Германия стоит перед выбором: вложиться в дорогостоящие газовые электростанции или усилить и развивать уже существующую сеть биогазовых установок. Такой шаг может стать ключевым в продвижении энергетической независимости и устойчивости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.